Власть Рэдклиффа в Манчестер Юнайтед. Финансовая часть Суперлиги. Челси переманивает Санчо. Трансферные планы Арсенала. Будущее Салаха. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать о том, что у меня есть телеграм-канал, в котором ты найдешь актуальные новости из мира футбола, а также трансляции матчей топовых чемпионатов. Ссылку я оставлю в описании. Полузащитник мадридского Атлетико Родриго де Пауль не перейдет в Ювентус в зимнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, туринский клуб общался как с Атлетико, так и с самим игроком. Однако матрасники передумали продавать аргентинца, так как в последнее время он вернулся к статусу игрока основного состава, а также Атлетико не хочет терять футболиста полузащиты посреди сезона. Де Пауль перешел в Атлетико из Удинезе в июле 2021-го. Сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 26-го. Лео Месси уговаривает защитника Бока Хуниорс Маркоса Роха перейти в Интер Майами, сообщает Радио Континенталь. По их информации, с 33-летним аргентинцем контактирует не только Месси, но и главный тренер команды Херардо Мартино. На Роха также претендует Палмейрас. Маркос перешел в Бока Хуниорс из МЮ в феврале 2021 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до декабря 2025 года. Его стоимость оценивается в 2 миллиона евро. Журналист Экрем Канур сообщил в своих социальных сетях о том, что египетский нападающий Ливерпуля Мохаммед Салах может заключить новый контракт с мерсисайдцами. Отмечается, что английский клуб заинтересован в продлении соглашения с Мо до середины 27-го. Египтянин выступает за клуб с 2017-го. В текущем сезоне Салах провел 26 встреч в различных соревнованиях за Ливерпуль, в которых забил 16 голов и отметился 8 результативными передачами. Согласно данным Трансфермаркт, его рыночная стоимость составляет 65 миллионов евро. Арсенал выделит главному тренеру Микелю Артете 105 миллионов фунтов на зимние трансферы, сообщает The Athletic. Это максимальная сумма, которую канониры могут потратить, не нарушая финансовых правил. Приоритетом для пушкарей будет укрепление обороны. По слухам, в сферу интересов лондонского клуба входят следующие защитники: Ника Шлоттербек, Матейс де Ликт, Йорел Хата из Аякса и Гонсало Инасио из Спортинга. Манчестер Юнайтед должен будет консультироваться с Айнеос по всем важным вопросам. Как пишет The Times, после покупки 25% акций МЮ миллиардером Джимом Рэдклиффом, который возглавляет совет директоров Айнеос, клубу придется согласовывать с компанией все трансферы, а также возможные решения об отставке Эрика Тен Хага или директора Джона Мерта. МЮ обязан будет это делать, пока сделка о покупке акций находится на одобрении в АПЛ. Ожидается, что на это потребуется от 4 до 6 недель. Таким образом, это придется делать в ходе январского трансферного окна. Также The Guardian ранее сообщал, что Джим Рэдклифф после приобретения акций может сократить 300 рабочих мест в клубе. По информации источника, новый руководитель попросит внешнего аудитора оценить структуру и расходы МЮ с целью проведения масштабной оптимизации. Рэдклифф считает, что штат в 1000 человек может быть сокращен на 25-30%. Сотрудники понимают, что изменение структуры собственности означает пересмотр количества сотрудников и отделов. Названы суммы, которые Суперлига планирует привлечь в качестве инвестиций. Как утверждает журналист Коуп Аранчо Родригес, Суперлиге гарантированы инвестиции от европейских и американских инвесторов — 15 миллиардов евро на 3 сезона. Из 5 миллиардов, которые будут выплачиваться клубам за сезон, 400 миллионов будут передавать в Фонд солидарности на развитие более скромных клубов. Сейчас УЕФА выделяет на эти цели 200 миллионов евро в год. Челси может переманить Санчо из МЮ. Боссы синих считают, что у клуба есть шансы заполучить вингера Джейдона Санчо, который считается изгоем в Манчестер Юнайтед.
Однако Football London сообщает, что хоть Челси рассматривает выгодную сделку по выкупу англичанина, руководство клуба также обеспокоено тем, что команда больше не может себе позволить привлекать новых неэффективных игроков. Подписание Санчо, несомненно, является рискованным, учитывая то, что он не играет в этом сезоне и был не способен произвести впечатление в премьер-лиге после перехода за большие деньги из Боруссии в 2021 году. Витор Роке готов присоединиться к Барселоне. Каталонский клуб сообщил, что форвард прилетел в Барселону. Изначально планировалось, что футболист присоединится к Блаугране летом 24-го, однако затем стало известно, что Барса собирается зарегистрировать Роке вместо получившего серьезную травму Гави. Первоначально сообщалось, что каталонцы заплатят за Роке 35 плюс 10 миллионов евро. Потом появились сведения о том, что испанцы хотят снизить фиксированную выплату с 35 до 30 миллионов евро. После этого Атлетико Паранаенсе поставил Барсе ультиматум. На направление подписанных документов клубу дали сутки. Окончательной договоренности о трансфере клубы достигли 8 июля. Барса заплатит за Витора 30 плюс 31 миллион евро, больше, чем планировалось изначально. Сообщалось, что зарплата форварда составит 3,5 миллиона евро в год. В этом сезоне 18-летний игрок забил 21 гол в 45 матчах. Леонид Слуцкий назначен на пост главного тренера китайского Шанхай Шеньхуа, сообщается на официальном сайте клуба. Надеемся, что он как можно скорее познакомится с командой и выработает подходящий для нее технический и тактический стиль. С нетерпением ждем, что еще больше молодых игроков с его помощью достигнут прогресса и вместе добьются еще лучших результатов для Шанхай Шеньхуа в новом сезоне, говорится в сообщении пресс-службы клуба. После 30 туров команда занимает 5-е место в чемпионате Китая. Последним местом работы специалиста был Рубин. Под руководством Слуцкого казанский клуб в сезоне 21-22 вылетел в первую лигу, заняв 15 место. ПСЖ определились, кто покинет клуб нынешней зимой. Французская команда намерена расстаться в зимнее трансферное окно с двумя футболистами. Это защитник Левен Курзава и форвард Уго Экитике. Оба футболиста давно потеряли место в основном составе, проведя в нынешнем сезоне каждый всего по 8 минут. Курзава в ПСЖ с 2015 года. В общей сложности защитник отыграл за парижан 154 матча, в которых забил 14 мячей и отдал 23 голевые. Что касается Экитике, то с лета 22-го на счету нападающего 4 гола и столько же результативных передач в 33 матчах за клуб. Антони Марсиаль может продолжить карьеру в серии А. По информации La Gazzetta dello Sport, за нападающим Манчестер Юнайтед следит Интер. Сообщается, что Марсиаль может быть продан в январе, поскольку МЮ не хочет отпускать француза свободным агентом летом 24-го. Также Интеру интересны Мехди Тареми из Порту и Луис Муриэль из Аталанты, чьи контракты также истекают в конце сезона. Еще итальянский клуб рассматривает возможность подписания Армандо Брои на правах аренды из Челси.